Итак, посмотрите, какой красивый ужин у меня сегодня получился. Посмотрите. Это я сегодня подаю нашей семье на ужин. Если вы хотите узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мою кухню. Сегодня мы будем готовить пирог. Здесь в Англии есть shepherd's pie, это пирог пастуха, cottage pie или деревенский пирог. А суть дела этого пирога — слой фарша, слой картофельного пюре, и все это запечено в духовке. Это очень вкусно. Но я сегодня сделаю своеобразный пирог. Я буду пользоваться и свиным фаршем, и говяжьим фаршем. Все это сделаю вместе, жарю, сделаю соус. И это блюдо я назову homemade pie, домашний пай. Так что давайте приступим, и я надеюсь, что это видео даст какую-то идею. Итак, в первую очередь я почищу картошку, поставлю варить для картофельного пюре, и тогда потом займемся фаршем. Итак, картошку мы почистил, залил водой, и пускай она у нас теперь варится. Так, а теперь займемся фаршем. Я взял свою любимую сковородку, налью туда масло. Так. Включаю газ. И я пользуюсь уже замороженным фаршем. Здесь у меня говяжий и свиной фарш. Я уже пользовался по половину, скажем, я уже взял, что здесь 350 грамм свиного и примерно 250 грамм говяжьего. Этот фарш уже замороженный. Его готовить можно прямо с замороженного вида. Таким образом. И вот так его размораживать не надо. Сразу замороженного фарша мы будем все это жарить. Количество большое, но оно сейчас ужарится. А тем временем, пока фарш там нагревается, ужаривается, я покрышу два лука такого размера, это средний размер. Если уже видите, уже по количеству размеров фарша на сковородке становится меньше. Наш фарш уже ужаривается, и так что размера, количество фарша на сковородке становится меньше. Так. А сюда посерединке я сейчас положу немножко лука, чтобы лук стал у нас зажариваться тоже. Так. Сейчас, наверное, на этом этапе я никаких приправ не буду, пока весь замороженный фарш у нас растает. Так, теперь я туда добавлю один помидор. Я взял один помидор, сейчас жопку вымою, жопку отрежу и покрышим тоже туда же. Так. Туда же я добавлю 3 соленых огурца. Так что я сейчас их тоже порежу. И потом уже добавим. Теперь сюда я добавлю замороженные овощи. Здесь и морковка, и горох, и зеленые стручковые бобы, и кукуруза. Так что пускай это тоже дойдет. Итак, теперь я туда к нашему фаршу посыплю немножко порошок чеснока. Немножко паприки. немножко
молотого перца. Добавлю соленые огурцы. Немножко томатной пасты. Совсем немножко посолим, совсем немножко. Так. Сейчас я все это перемешаю. Картошка у нас тоже закипела, я на маленький огонь поставлю. И теперь наш фарш мы накроем крышкой и пускай потихонечку томится. И через минут 5 мы посмотрим на вкусовые качества. Если надо добавить соль, то мы добавим, если нет, то пускай потихонечку у нас все томится и только всегда помешивать будем. Теперь я решила добавить немножко сливок сюда. Таким образом это будет как маленький соус получится у нас. Итак, посмотрим, что у нас тут на сковородке. Как хорошо. Какая прелесть. Я давеча попробовал на вкусовые качества. Очень вкусно получается. Здесь достаточно соли и всех приправ. Теперь вы знаете, пора это все выключать дело. Теперь мы... Это готово у нас. Фарш у нас готовый. Теперь дело за картошкой. Как картошка у нас сварится еще минут 5. И мы можем сделать картофельное пюре. Прелесть этого блюда то, что вы можете сделать день вперед перед подачей или утром, потому что вы это все утром приготовите или вечером вы все приготовите, а как к ужину, за полчаса перед ужином вы только засунете в духовку и вуаля, все готово. Итак, ждем картошку минут 5 и тогда мы будем толочь картошку. Итак, наша картошка сварилась. Сейчас я отсижу и сделаем картофельное пюре. Картофельное пюре делается очень легко. Я показывал много-много раз. Я всегда делаю по одному же принципу. Добавляю масло, перец, сливки и немножко подсолим. Соль всегда можно добавить. И также у меня есть порошок трюфеля. Вот такой порошок. Вот такой порошок. И это мы тоже немножко добавим. Вот так. И начнем толочь. Так, там достаточно сливок. Теперь я смотрю, одна каша получилась. Теперь посмотрим на соль. То, что надо. Теперь я взял одну форму. И туда мы переложим наш фарш на дно. Этот фарш, смотрите, какая красота у нас получилась. Посмотрите. Все, теперь мы туда переложим на дно этой формы. И равномерно расправим. Так. И теперь сверху мы переложим наше картофельное пюре. И тоже равномерно расправим. Теперь все мы сейчас будем равномерно расправлять. Я знаю, что некоторые сыром еще посыпают, а я сыром не буду. Я просто сейчас равномерно расправлю. Так. И теперь я возьму одну
вилочку и сделаем маленький такой рисунок. Такие линии проведем. Для красоты. И теперь я возьму немножко кунжутного ореха и этим посыплю сверху. Совсем немножко. Пирог так пирог. Это моя версия. Я пользовался два разновидности фарша. Вот таким образом. И теперь все это идет в нашу духовку на 180 градусов, примерно 15-20 минут. Смотрите по своей духовке. И как выпечется, все, мы это сразу же поставим на стол, и мы готовы садиться за ужин. Итак, с Богом. Итак, духовка у нас сигналит, значит, у нас все готово. Ух, какая прелесть у меня сегодня получилась. Посмотрите, это на самом деле, как что у меня получилось красиво. Посмотрите. Я доволен моим результатом. Теперь мы готовы все. Итак, посмотрите, какая прелесть у меня сегодня получилась. Вы знаете, мне самому я очень доволен результатом. Как я говорил раньше, у нас в Англии здесь два вида пай называются, как shepherd's pie, это пирог пастухов, или cottage pie, или пирог деревенский. Это в зависимости от какого мяса вы делаете, от какого фарш вы делаете, или с баранины, или с говядины, и сверху с картофельное пюре. И все это запеченное в духовке. Но я сегодня взял немножко по-другому. Я взял говядину фарш, свининый фарш и сделал соус. Здесь на дне этой формы и сделал картофельное пюре. И от меня я еще посыпал орехом кунжута. Так что давайте я вам покажу на самом деле, что же на самом деле у нас получилось. Какая красота. Вы знаете, я на самом деле очень доволен результатом. Запах здесь на кухне прекрасный. Вот таким образом. Какая прелесть. И все выглядит таким образом, все сделано в домашних условиях. Запах прекрасный. Давайте я сейчас перед вами немножко попробую, потому что мы будем садиться на ужин сейчас. Какая прелесть. Советую, попробуйте. Или я надеюсь, что я вам сегодня какую-то идею тоже дал. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Я очень признательно буду, если подпишетесь на мой канал, тоже так вы меня поддержите. А на этом я желаю вам самого-самого крепкого здоровья. Не болейте, берегите своих близких, друзей, знакомых. А самое главное, всем мирного неба. И на этом пока-пока.